В роскошном районе Сан-Франциско жила 10-летняя девочка по имени Эмма Харрисон. Она росла в достатке. Пентхаус с видом на залив, частные учителя и лучшие условия, о которых многие дети могли лишь мечтать. Но за внешним благополучием скрывалась боль. Эмма родилась с тяжелым заболеванием позвоночника и никогда не ходила. Инвалидная коляска стала для нее единственным способом передвижения и постоянным напоминанием о границах ее мира. Ее мать, Лорен Харрисон, была одной из самых влиятельных женщин в бизнесе. Холодная, собранная, привыкшая решать любые проблемы деньгами и связями, она годами возила дочь по клиникам США и Европы, надеясь на чудо. Однако медицина снова и снова оказывалась бессильной, а надежда медленно угасала. Однажды дождливым днем их машина сломалась в небогатом районе города, вдали от привычных маршрутов. Пока водитель разбирался с поломкой, у коляски Эммы отказал механизм. Эта мелкая неисправность стала для девочки настоящей катастрофой. Именно тогда на помощь пришел Майкл Ривз, молодой механик из небольшой мастерской неподалеку. Он быстро починил коляску, не требуя ничего взамен, и впервые за долгое время Эмма искренне рассмеялась. Этот момент глубоко запал в душу Лорен. Она увидела, как простая человеческая доброта подарила ее дочери больше радости, чем годы дорогостоящих процедур. На следующий день она вернулась в мастерскую. Постепенно Майкл начал заниматься с Эммой простыми упражнениями, опираясь не на медицинские знания, а на терпение, веру и личный опыт помощи близкому человеку. День за днем Эмма становилась сильнее не только физически, но и внутренне. Впервые она перестала бояться неудач и начала верить в себя. Спустя несколько недель произошло то, что раньше казалось невозможным. Эмма смогла встать и сделать свои первые шаги с поддержкой. Для Лорен это стало переломным моментом. Она поняла, что истинная сила не всегда заключается во влиянии и деньгах. Позже Лорен основала благотворительный фонд для детей с ограниченными возможностями, доверив руководство Майклу. Обычная автомастерская превратилась в место надежды, куда приходили семьи со всей страны. Эмма росла, училась ходить все увереннее и вдохновляла других своим примером. Спустя годы ее история стала символом веры и упорства. Для окружающих это выглядело как чудо, но для тех, кто был рядом, это было доказательством того, что искренняя доброта и вера в человека способны изменить судьбу.